Всем привет, с вами Малина Travel. В этом видео я расскажу вам, как арендовать недорогое жилье в Турции, сколько стоит аренда и коммунальные платежи в 2022 году. В этом видео мы будем рассматривать конкретно постоянное место жительства, то есть долгосрочную аренду. Какие критерии влияют на стоимость квартиры? Первое – это расположение, район города, то есть локация. Второе – это площадь и количество комнат. Третье – это возраст здания. Четвертое – это этажность. Пятое – это наличие техники и мебели. В Турции очень сильно распространен бизнес вторичного рынка. Шестое – наличие газа. В этом видео я расскажу вам все нюансы долгосрочной аренды квартиры, а также расскажу, где вы можете самостоятельно подыскать себе подходящий вариант и довести сделку до конца. Ну а также расскажу, как правильно оформить договор. Ну что, давайте с вами разберемся. Жилье мы можем искать на сайте Сахибинден. Это тип у нашего ЦИАН, Яндекс Недвижимость, Домофонд. Далее, переходя на сайт, вы можете увидеть такие обозначения, как 1+1, 2+1, 3+1, 0+1. Что же это значит все-таки? Давайте разбираться. Дело в том, что в Турции принято обозначать количество спален и гостиных в виде формулы. Первая цифра означает количество спален, вторая цифра означает количество гостиных комнат. Таким образом, если вы нашли квартиру 3+1, значит она имеет 3 спальные комнаты и 1 гостиную. Ну и соответственно, если сложить все это воедино, вы получите количество комнат в квартире. В Турции принято кухню совмещать с гостиной. Примерно в 90% квартир либо домов вы найдете именно такой вариант. Так называемая американская планировка. Также очень редко, когда вы встретите кухню отдельно в квартире. Но именно в таком случае площадь будет значительно маленькая. Что же означает формат квартиры 1+0, либо 0+1? Это аналогичный формат нашей студии. Согласно новым правилам строительства домов и квартир в Турции, в новостройках запрещено строительство студий 0+1. Минимальная площадь квартиры составляет 28 квадратных метров. При этом разделение на гостиную и спальню обязательно. Чаще всего в квартире 2+1 будет предусмотрено 2 санузла, но при этом в первом туалете будет обычный стандартный туалет с биде, а во втором туалете будет так называемый встроенный в пол туалет, как говорят риэлторы, турецкий туалет. Встретить большую ванную, большая редкость. В Турции предпочитают пользоваться душем. В Турции принято строить большие квартиры. Для квартиры 1+1 характерная площадь 50 квадратных метров, для 2+1 80 квадратных метров и для 3+1 100 квадратных метров. Этажность. Наименование гириш кат – это означает входной этаж, либо нулевой. По-нашему это будет обозначение первый этаж. Если в объявлении будет написан первый этаж, по-нашему это уже второй этаж, так как нумерация этажей начинается с нуля. Кроме этого, можно встретить другие наименования нулевого этажа. Земин-кат и бахчи-кат. Имейте в виду, что это также название нулевого этажа, просто они немножко различаются по уровню. Следующий очень важный пункт – это отопление квартир. Иситма клима – это вариант климатической установки, по-нашему это кондиционер. Для зимы не самый лучший вариант. Иситма до галгас комби – это отопление природным газом через комбинированный котел, который способен как давать горячую воду, так и отапливать квартиру через радиаторы. Это самый идеальный вариант. Наличие газа в квартире. Что же касается газа, то тут все просто. Кто бы вам ни говорил, что как хорошо и комфортно, например, жить в Алании, что здесь и без газа круглый год тепло, не верьте. Это обман. Я рекомендую вам снимать жилье с газовым отоплением. Так как зимой примерно 2 месяца дома будет у вас очень холодно, вы будете ходить в кофтах, в шерстяных носках, с
спать ложиться на электрическую простынь с подогревом. Вам придется использовать сразу несколько приборов для того, чтобы отопить квартиру. Это кондиционеры, инфракрасные лампы, тепловентиляторы. Счета за электричество зимой будут просто нереальными. Но в квартире все равно будет холодно. Некоторые соотечественники жалуются, что в России зимой так не мерзли, как в солнечной Алании, но без газа. Но, к сожалению, в Алании найти дом с газовым отоплением будет очень сложно. Есть альтернатива. В Алании, также в некоторых регионах Турции, есть дома, наверху которых стоят накопительные бочки. Они притягивают солнечные лучи, и, соответственно, эти бочки накапливают солнечную энергию, накапливают тепло. С помощью этой бочки можно отопить, во-первых, квартиру, а во-вторых, у вас всегда будет горячая вода, так как в Алании очень солнечно, и можно сосчитать на пальцах те дни, когда в Алании пасмурная погода. Возможно, вам покажется странным, но в Турции до сих пор в домах встречается печное отопление. Но такие квартиры и дома я вам не рекомендую, потому что при отапливании вы можете просто задохнуться от дыма, гари, и это очень плохо сказывается на вашем здоровье. Так давайте разберемся теперь, сколько придется платить в месяц за коммунальные платежи и расходы на содержание. Коммунальные расходы складываются из следующих факторов. Электроэнергия. До 155 киловатт вам считают по одной цене, а если выше, вам считают по другой цене. Водоснабжение за 1 кубометр. В эту стоимость входит водоснабжение и водоотведение, то есть канализация. За газоснабжение выходит приблизительно такая стоимость за 1 кубометр. Но если вдруг в доме у вас не установлено газоснабжение, то вы можете пользоваться газовым баллоном. Такой маленький баллон стоит около 200 лир. Вам его хватит приблизительно на 3 месяца, в зависимости от того, конечно, как часто вы будете им пользоваться. Айдат – это плата за содержание дома, и при домовой территории в домах без инфраструктуры составляет такую стоимость, а в комплексах такую стоимость. Лайфхак, который прилично вам поможет сэкономить на аренде квартиры. Имейте в виду, что в Турции принято торговаться даже с риэлторами, потому что те прилично накидывают на свои услуги. Но поверьте, заветная фраза «чок пахалы», что означает «слишком дорого», творит просто чудеса. На что нужно обратить внимание при аренде квартиры? Ни в коем случае не стоит бронировать квартиру удаленно, так как те фотки, которые вам могут выслать онлайн, могут очень сильно отличаться от того, что есть по факту. Но если вы уже приехали в Турцию и своими глазами видели квартиру, вам она подошла, понравилась и так далее, рекомендую всю квартиру на момент подписания договора пройти, отфотографировать, запечатлеть на видео, чтобы потом, когда вы будете съезжать к вам, не было никаких претензий. Но это касается съема везде, во всем мире. Можно ли при аренде квартиры в Турции получить право на работу? Нет, к сожалению, друзья. Аренда жилья и рабочая виза – это совершенно две разные вещи. Рабочую визу оформляет работодатель. Когда лучше искать квартиру? Большинство хороших, просто отличных вариантов за приемлемую стоимость появляется в период с октября до апреля. На каком языке договор аренды квартиры? Договор на английском и на турецком языках. Ну и последний совет, друзья, если вдруг квартира вам очень сильно понравилась и вы уже за нее поторговались, то подписывайте договор и вносите предоплату прямо сегодня, потому что завтра этой квартиры уже может не быть, даже если вам пообещали ее оставить только для вас, что вы понравились хозяину и так далее. Нет, не слушайте, подписывайте, иначе вы рискуете упустить этот вариант, и вам придется начать все с самого начала. Не откладывайте этот процесс, начните решать вопросы сегодня. С вами была Малина Travel. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе. Пока!